Всем привет! И с вами Андрей, у нас Pixel Dungeon. Наш персонаж Берсерк 25 уровень, у нас сила 21 в данный момент. А у нас вот такие вот способности. Уйди. Вот такие вот способности. И вот такой вот инвентарь в данный момент с нами. Мы остановились с вами на том, что подошли к переходу на следующий этаж. Текущий этаж мы исследовали. Ну, практически весь. Тут одна комнатка осталась. Давайте ее добежим. Быстренько. Посмотрим, что это за комната. Тут пара свитков. Ну, не... Кстати говоря, свиток улучшения. Как вариант, можно улучшить свою броню. Так, чтобы она просто была, чтобы... Это мы открепляем, собственно, печать нашу сломанную и улучшаем свиток, через свиток улучшения нашу броню. Ну так просто, чтобы она была, чтобы она не отсвечивала. Чтобы свиток места не занимал, он в единственном экземпляре, поэтому для нас он не сильно актуален. Собственно, смотрите, ситуация следующая. У нас, получается, идет злобоглаз. Это сильный противник достаточно. Он по нам, скорее всего, нанесет урона, но мы не успеем, скорее всего, просто элементарно. Почему не успеем? Потому что нам урона может не хватить. То есть он нас сейчас на следующем ходу увидит. У нас 2 хода, но он по нам нанесет дамаг. Для этого можно использовать обманку. А почему мы деремся именно здесь с ним? Почему мы именно в этой клетке дрались с ним? Потому что если бы мы бы зашли к суккубу обратно вниз, то нас он бы просто раздамажил. Он бы сдвинулся, злобоглаз, и тогда бы он по нам в лицо урон нанес. Ну, я этого момента не увидел. На высоких уровнях очень важно использовать свет. Потому что вам просто такое количество урона напихают в лицо, которое вы просто не ожидаете. Локация очень плохо построена, здесь очень много врагов. И к нам крайне неудобно с ними будет драться. Тут самое лучшее решение их просто поджечь. Как бы это смешно не звучало, но... Собственно, очень плохая ситуация. Давайте посмотрим, что мы могли бы сделать. Мы можем его отправить в сон. Можем использовать камень перемещения. Причем камень перемещения нам не до конца. Мы можем также использовать героический прыжок. Собственно, у нас это огненный чемпион. С огненными чемпионами надо драться только в воде. Потому что они при смерти взрываются. Кстати, она сожгла свой свиток сама же, которая нам выдала. Суккубы выдают свитки в основном. При смерти имеется в виду. Вот. А учитывая то, что это был чемпион, и нам повезло с удачей, то есть у нас сработало кольцо богатства, и сработал рунный клинок удачи. Нам немножко больше выдало. Собственно, идем на 23 этаж. Давайте посмотрим в целом, что у нас там. Нам, обратите внимание, нам подсказывает, что запах растительности наполняет воздух. Но вы ощущаете наличие смертельной опасности. Нам это говорит о том, что на текущем этаже присутствует очень огромное количество травы. Нам, кстати, надо идти вниз. Трава — это хороший источник защиты. Благодаря траве можно очень эффективно спастись от большинства врагов.
пробили, собственно, это яйцо, так называемое, рассадник демонов. Прокачиваем твердую посадку. А чтобы не получать уронов, вот, например, вот к этому мобу, можно использовать героический прыжок. Давайте попытаемся его использовать. Но видите, у нас... А этот таракан несчастный будет от нас отступать. На самом деле... Он к нам больше не подойдет. Мы рассадник демонов уничтожили, в этом мы молодцы. Проблема в том, что, как вы видите, по сути говоря, этаж очень плохо расстроен. Из-за того, что, для нас, по крайней мере, тут присутствуют тараканы. Из-за того, что они тут присутствуют, нам будет очень больно. Собственно, наш бурдюк заполнен. Это говорит о том, что мы можем осветить анх. Мы осветили анх, теперь наш бурдюк можно заново заполнять. Собственно, мы видим злобоглаза, который спит. Самый эффективный способ, конечно, будет драться со злобоглазом, чтобы он к нам подполз. Потому что нам неэффективно с ним драться здесь. То есть мы будем ждать его следующего хода, пока он проснется. Но, как вы видите, он проснулся неудачно. Очень плохая кнопка. Почему? Потому что нам придется его... Нам не хватило урона, чтобы его убить. Наши, собственно, оказались слабее кнопки. Нам придется, значит, сейчас выпиваем зелье силы. Полечиться. Ну, тут как можно, собственно, полечиться? Ну, можно через зелье лечения, можно полечиться через, собственно, свитки колыбельные, если у вас есть еда. Что, собственно, мы попытаемся вместе с вами сделать. Давайте поедим. Рацион пищи. И попытаемся поспать. Нас вряд ли разбудит, потому что это мы врагов в этой комнате убили, и поэтому нас вряд ли разбудит. И это угловая комната идет. То есть сюда они придут, но, собственно, грозовая ловушка, ее можно деактивировать. Можно бросить любой предмет, она активируется, и тогда, собственно, вы пройдете дальше. Либо можно ее деактивировать с помощью камня обезвреживания и пройти дальше. Но камень обезвреживания можно получить через, собственно, свиток рассеивания чар в алхимическом котле. Если он у вас есть, конечно, для вас это лучшее решение. На самом деле тут нам в идеале обезвредить эту ловушку, но проблема в том, что нам через верх эффективнее идти. И, в плане защиты, по крайней мере, это более лучшее место. Собственно, вот этот несчастный таракан. Капец он дамажит. На самом деле он очень силен. Нам бы в идеале его было бы лучше скинуть, потому что он нам очень много урона впихнет рано или поздно. Это, чтобы вы понимали, это растущий чемпион, который один из самых опасных и самых мерзких чемпионов, которые вообще присутствуют в игре. Почему растущие они самые опасные? Потому что растущие чемпионы, они усиливают свои статы. Если вы их вовремя не убьете, они убьют вас. Причем вы ни хрена сделать не сможете. Там будет очень большой урон, который вы просто не сможете вывести за счет своей экипировки. И какая у вас не была бы сильная экипировка, вы просто не сможете его вывести. Собственно, у нас падает факел против тараканов. Вот такого типа. Нужно использовать факела. И их вообще в идеале вот этого таракана лучше всего столкнуть. Давайте вместе с вами это и сделаем. Мы кидаем зелье водянистости в него, рядом с ним с левой стороны. Мы просто его столкнули.
Тараканы в большинстве случаев, ну, эти скорпионы, они дропают зелье. Соответственно, когда мы перейдем на следующий уровень, у нас будет огромное количество, ну, негативных эффектов, которые было зельем. Зелья могут быть как положительные, так и отрицательные, собственно. Мы видим, собственно, свиток телепортации и огромная комната. Она просто ужасно огромная. Нам очень сильно не везет из-за того, что комната огромная. Забрать мы, скорее всего, не сможем. А с этим его надо разбудить. Но проблема в том, что нам, чтобы его разбудить, нужно стоять более удачно к нему, что ли. Мы промахнулись. Тараканы очень сильные. Точнее, как сказать, они не сильные, они скорее мерзкие. То есть, обратите внимание, мы вроде бы с одной скоростью идем, но все равно таракан успевает нас раздамажить. Дезинтеграции бить нет смысла. Убили мы его, это он нам дал ускорение. Собственно, вы видите, да? Давайте посмотрим, где еще этот. Обратите внимание, что один из них проснулся, и там еще присутствует двое не спящих. Точнее, пока двое... Он начал заряжаться, второй ход и, собственно, третий. Давайте посмотрим, там мы можем пробивать или нет. На самом деле, это очень большая комната. Я не рекомендую в больших комнатах разламывать траву, потому что иначе вам ничем хорошим это не войдет. Трава ваш защитник, по сути говоря. Она у вас скроет обзор от ваших врагов. Тем самым ваши враги не успеют отреагировать на вас. Обратите внимание, количество злобоглазов, которые здесь присутствуют. У нас, кстати, присутствует также один ключик. Как вариант, мы можем сейчас убежать и активировать одну дверь нижнюю. Активируем. Собственно, некоторое количество монет. Давайте их заберем. А тут трава, по сути говоря, вам будет бесполезна. Почему? Потому что у вас есть колонна. Колонна, которая вас защитит от тех же тараканов и так далее. Дадим ей холод. Это у нас суккуб. Мы дали ему холод для того, чтобы... Он к нам стоит спиной, мы нанесли ему неожиданную атаку. И, собственно, нам дал свиток колыбельный. То есть, если бы у нас было бы некоторое количество еды... Вставляем... Как объяснить? Ставим злобоглаза в более нужную нам позицию, для того, чтобы он стрелял как нам нужно, а не так, как он хочет. Потому что если он будет стрелять так, как ему нужно, для нас все закончится печально. Нам нужно аккуратно исследовать эту местность и желательно как можно меньше травинок при этом примять. А злобоглаз проснулся, обратите внимание, мы в принципе могли бы его поджечь, но не сейчас. Почему не сейчас? Потому что вся трава сгорит тогда. Давайте утянем его за собой. Он, кстати, начал уже стрелять. Да, видите, он стреляет. Выстрел. Ждем, пока он к нам подползет. Собственно, первый ход мы можем его еще один раз ударить и уйти. Собственно, еще один злобоглаз. Раз, два. Собственно, стреляем ему, чтобы он к нам подползал уже побыстрее. Опять же, видите, он выстрел. Ждем, пока он к нам подойдет. Раз, два, убили.
Нет у нас ключа, соответственно, здесь мы не пройдем. Как вы видите, здоровье у нас пока все печальненько, но обратите внимание, сама клетка. Клетка очень-очень удачная. Почему удачная? Потому что, ну, практически на самом краю они оба стоят. Проблема в том, что от суккуба-то мы избавимся, но мы не избавимся от злобоглаза. Если их через эликсир водянистости подталкивать, собственно, то от суккуба-то мы избавимся, но проснется злобоглаз. И со злобоглазом мы уже ни хрена не сделаем. Давайте подтолкнем суккуба. Злобоглаз должен был проснуться. Но мы его пока не видим. Нет, смотрите, он спит. На самом деле классно. Классно получилось, то, что он спит. Ну, собственно, он уже проснулся. Уходим с его обзора. То есть он нас видит в этот момент. Уходим с его обзора. Учитывая то, что злобоглаз летающий, то ему плевать. Уходим с его обзора, но почему-то он нас... там тараканы. Я очень боюсь тараканов, потому что я много раз попадал на то, что тараканы мне очень много урона наносили. Поэтому со злобоглазом здесь нет смысла драться, потому что мы проиграем ему, скорее всего. Поэтому мы просто перепрыгиваем подальше от злобоглаза. Зеркальные копии. Нам, правда, она особо не поможет, но все же пускай будет. Ну, как вариант, выпить исцеление, подождать летающего, где он у нас присутствует. По максимуму не, собственно, собираем траву. Исключение есть только угловую вот эту вот, она нам, скорее всего, не поможет. А вся остальная трава нам поможет спрятаться. Потому что комната очень большая, и трава, она нам очень сильно будет помогать. Собственно, злобоглаз, но проблема в том, что он заходит, если я правильно понял. Как это? Не понял. А как ты меня атаковал? Это... Я понял. В этой комнате, в которой злобоглаз сторожит, присутствует пчела, скорее всего, и злобоглаз дерется именно с пчелой. Пчела наш, скажем так, ну она не наш союзник, но она и не наш враг, по сути говоря. То есть благодаря пчеле мы могли бы переагрить очень много врагов. Но видите, а наш союзник плохой человек. Он решил подраться с пчелой. На самом деле это очень плохо. Пчела наш союзник. Если у вас есть возможность ее оставить в живых, лучше ее оставьте в живых, потому что она вам негатива вряд ли принесет. Она скорее больше для вас в плюс будет. Поэтому если у вас есть возможность оставить в живых, то лучше оставить. Собственно, обратите внимание, он зарядился, то есть он нас видит. А нам нужно просто убрать его обзор, то есть чтобы он стрелял, но не в нас. Обратите внимание, еще один нас видит. Собственно, зеркальная копия нам очень сильно мешать будет. Зеркальную копию, скорее всего, убьют, но нам нужно... Кстати говоря, у нас еще и огромный красненький. Ну, как вы понимаете, нам нельзя тут драться, потому что пока зеркальная копия не погибнет, будет непонятно, где наш враг, где наш союзник. Мы, в принципе, можем пойти дальше, но нам нужно именно в эту сторону.
А в какой-то веке они его раздамажили. Как вы видите, по диагонально почему-то палочка не стреляет. Что удивительно. Собственно, мы получили +1 уровень и росинку. Ну, качаем, понятно, твердую посадку, пускай она будет. А здесь надо просто перепрыгнуть. Это, скорее всего, не мимик, да, это не мимик. Забираем зелье. А тут надо верхнюю. Мы видим, там присутствует суккуб. В принципе, суккуб для нас не особо страшен будет. Поэтому давайте откроемся и подоползем поближе к суккубу. В идеале, конечно, против суккуба ходить кругами. Дадим ему замедление для того, чтобы он нам не мешал и не действовал на опережение. Прыгать мы не планируем. А здесь по всей этой, в принципе, можно почистить. Потому что, ну, вообще в текущую комнату, конечно, лучше не чистить. Но опять же, здесь просто если вас будут зажимать, то трава вам в этом поможет. А вот та же роса вам особо погоду не сыграет. Мы, собственно, есть у нас еще один ключик, и мы можем пробежать еще дальше. Давайте. Мы видим слабоглаза, собственно, этот, который растущий чемпион, один из самых опасных чемпионов, который вообще присутствует. Собственно, чтобы нам его убить, я думаю, попытаемся... Стоп. Да, он над водой летает, собственно, мы можем его поджечь. Бросаем в него огненный дротик. Раз, два. Мы спрятались. Ждем, пока он к нам подойдет. Раз, два. Даем замедление для того, чтобы он медленнее ходил. Раз, два. Убили. Ну, что-то там упало, поэтому мы не знаем, что конкретно. Нам наша задача открыть, собственно. Видим таракана. Таракана подтягиваем к себе, если он, конечно, в нашу сторону идет. Но он в нашу сторону, судя по всему, идет. У нас нет разлета. Нет, это просто урон. Разлет, вот он. Блин, не повезло нам. Открываем, заходим. Собственно, могилка ничем не примечательная, для нас она не актуальна. Я просто думал, что это полезное, но это чисто могилка. За нами идет таракан. Возможно, стоит его подождать немножко. Но, как вы видите, таракан за нами не дошел. Собственно, можно переходить на следующий этаж. Ищем переход. Он, собственно, с той стороны идет. Видим, что кто-то на нас сагрился. Суккуб. Ну, суккуб, даем ему замедление. Начинаем танцевать с ним, подставляя, чтобы он к нам подставлял свою спину. А если он к нам подставляет свою спину, тем самым мы наносим ему неожиданный удар, который увеличивает входящий по нему урон. Собственно, тот же самый принцип. С суккубом танцуем. Даем ему замедление. Если у вас нет замедления... Кстати, он очень плохо встал. Давайте... Ситуация не очень, потому что тут таракан нарисовался. Так, давайте подумаем, что можно лучше всего сделать здесь. Таракана просто гнать, суккуб за нами сам в припрыжку побежит. Таракана мы загнали. Суккуба просто убили. Таракан, скорее всего, будет проверять дверь. Да.
что, собственно, очевидно. Он должен был это сделать, поэтому это очевидно. Больше половины ХП он проверять не будет. Дадим ему замедление для того, чтобы он от нас не убегал. Ну и, как вы видите, замедление почему-то на него не сильно сработало. Он нас покалечил, то есть замедлил нашу скорость движения. Но для нас это уже не критично. Собственно, двигаемся дальше. Мы, собственно, прошли 23 этаж. Двигаемся на 24 этаж. При входе открываем. Нам подсказывают, опять же, что у нас растительность заполняет воздух, и мы также ощущаем наличие смертельной опасности. Открываем карту. Также, помимо, если у вас нет свитка магической карты, вы можете использовать камни на основе магической карты. Камни ясновидения они называются. Очень полезная вещь. Также можно использовать артефакт. Сейчас я вам покажу. Собственно, артефакт, который дает вам возможность видеть ловушки. Потому что на этих уровнях очень много ловушек. Благодаря талисману предвидения вы сможете. Он является артефактом, поэтому не факт, что у вас получится. Нам, собственно, в первую очередь нужно на самый-самый верх, как бы это смешно ни звучало. Посмотрим, где у нас более выгодное место в плане прохождения вверх. Ну, по сути, оно... Тут, наверное, по центру эффективнее всего будет идти. Давайте пройдем вместе с вами по центру. Почему именно по центру, спросите вы? Потому что здесь присутствуют вот такие вот колонны, благодаря которым можно с сильными врагами подраться. А сильные враги — это злобоглазые, либо похожие ребята, которые те же суккубы, с которыми можно просто потанцевать. Собственно, это огненный чемпион. На самом деле, это один из самых мерзких чемпионов огненных. Но самый страшный, конечно, это красный чемпион. Потому что если с огнем еще как-то можно там потанцевать, обойти и так далее, но вот с красным вы уже практически ни хрена ничего не сможете сделать. Особенно если он очень сильно разрастется, что для нас будет прямо эпик фейлово. Помню, что там огненный чемпион, поэтому аккуратненько. Давайте поедим, чтобы наш персонаж не сильно хотел кушать. В идеале, конечно, поспать, но... как вы видели, дверь открылась и закрылась, значит, но таракан там присутствует. Тут их 2 таракана, судя по всему. Из-за этого их... Дадим ему замедление. Ура, мы добежали. Бурдюк заполнен, давайте его сразу же выпьем. На высоком уровне рекомендуется использовать постоянно факелы. Потому что факелы дадут вам возможность просто видеть этих тараканов, которые у вас будут плеваться. Поэтому факелы на вот этих уровнях прямо жизненно необходимы. Вот, собственно, обратите внимание, у нас злобоглаз проснулся. Но он нас не увидел. Точнее, как сказать, он нас увидел, но он сам не понял, что ему так повезло. Уходим с обзора злобоглаза. Он, конечно же, нам сломает все. Весь обзор. Но это ему не поможет. Вот почему трава очень важна, потому что вы можете убрать обзор у ваших врагов, тем самым они не будут, получается, видеть вас. А вы при этом получите преимущество в виде, ну, скажем так, неожиданной атаки, то есть усиления вашего урона, которое... Ослабляющая ловушка деактивируется, ну, любым предметом, кроме
собственно, наступание на нее. Еще один злобоглаз, обратите внимание. Проблема злобоглазов здесь в том, что мы с ним драться сможем только в центре комнаты. И то, если нам сильно повезет. Потому что очень плохое местоположение злобоглаза. Поэтому давайте подождем, пока он проснется. Он сейчас, конечно же, будет стрелять. Обратите внимание, как он ужасно выстрелил. Это очень плохой выстрел с его стороны, поэтому... Подтолкнем этого тараканчика. Мы все-таки получили урон от него. Еще один таракан идет, обратите внимание. Собственно, тараканов нужно замедлять для того, чтобы они... То есть он нас видит, мы его не видим. Класс! Я просто в осадок выпадаю. То есть он нас видит, мы его не видим. Шикарно. То есть мы по нему не можем попасть. На самом деле я зря траву примял. Мы могли бы здесь спрятаться. У нас закончились росинки. Нам нужно будет сделать себе воду. У нас присутствует 2 ключика, обратите внимание. 2 ключика стоит сразу же активировать. То есть, первый, конечно же, хотелось бы в лабораторию сходить. Ну все, таракан закончился. А когда вы зажимаете тараканов, ну вот этих вот скорпионов, так называемых, которые плюются, они становятся бесполезными. То есть они, ну, вам ничего не могут сделать, они просто будут стоять и тупить, пытаясь вас обойти, а вы должны не дать им это сделать. Собственно, у нас есть еще один ключик, давайте его активируем, пробежим. Это огненный чемпион, поэтому нам нужно от него прятаться в воде. Если он, конечно, в нашу сторону пойдет, разумеется. А он пошел в другую сторону, вы можете это увидеть. Здесь очень плохая комната, потому что против огненного чемпиона нет воды. Поэтому нам нужно бежать вниз. Просто бежать вниз. Не успел я наступить на воду. Собственно, еще один злобоглаз. Наивно полагающий, что мы не знаем, как с ним бороться. У всех злобоглазов одна и та же проблема. Они слишком много о себе думают. Еще один злобоглаз. Это, кстати, сильный. Это пылающий чемпион, нам с ним придется от него убегать. Собственно, он начал заряжаться, убираем его обзор. То есть, чтобы мы его не видели именно. Ну и он нас тоже, разумеется. Потому что если мы его не видим, значит и он нас не видит. В текущей локации присутствует, скорее всего, один предмет. В большинстве случаев это либо оружие, либо броня. Поэтому нам, в принципе, нужно просто найти ее. Также можно подобрать росинки, если вы играете без испытания росы. Вот, собственно, здесь сундучок, и вот здесь присутствует броня. Больше здесь ни хрена нету. И во всех подобных комнатах, которые тоже здесь исключение, если только вы играете. Вот, обратите внимание, мы зажали таракана и просто его убили. А почему? Потому что он, скажем так, зареспаунился неудачно для него. Собираем росинки. Тут она бесполезная. Собственно, рыба. Еще одна броня. По нам, обратите внимание, стреляют тараканы. Надо включать свет для того, чтобы тараканы... Вы видели этих тараканов.
И они вам дают замедление, чтобы от вас как можно быстрее убежать. То есть мы не видим здесь тараканов больше. Собственно, это алхимик. Вообще, алхимик один из самых полезных. Вот. Собственно, нам не нужен камень зачарования, поэтому мы расщепляем камень зачарования. Нажимаем для этого на плюсик, превращаем его в энергию. Наша задача сделать себе зелье водянистости. Они делаются из зелья левитации. Зелье левитации, в свою очередь, у нас присутствует один экземпляр, но нам нужно побольше экземпляров зелья водянистости. 16 нам, собственно, хватит. Собственно, делаем грозовые тучи, достаем тучи и, собственно, делаем шарики себе. Шарики сделали для того, чтобы врагов скидывать в эту воду, по крайней мере, земных врагов, которые ходят по земле. Не летающих, потому что на летающих это просто не сработает. Вы их не сможете скинуть. Максимум, что вы сможете сделать с ними, это ударить их об стенку, чтобы они парализовались. Но опять же, собственно, делаем также эликсир могущества для того, чтобы, ну, просто быть чуть-чуть посильнее. У нас тут есть, я смотрю, коррозийный газ, интересно. Но я им обычно не пользуюсь, поэтому убираем его. Расщепляем этот газ, забираем эликсир могущества. Забрали. Так, теперь делаем себе защиту от огня на постоянке. Собственно, эликсир крови дракона защищает нас иммунитет от огня. Это поможет против огненных дланей, либо наоборот, когда вы хотите атаковать длани. Для этого нужно 10 единиц урона. 10 единиц энергии. Делаем. Собственно, то же самое с ядом. Тут, кстати говоря, почему-то нам не показывает, но на самом деле рецепт присутствует. Эликсир зловония. Ясно. То есть разработчик сделал немножко по-другому. Но видите, обратите внимание, он схему переделал. То есть раньше эликсир можно было сделать напрямую из вот этого. А тут он его переделал. То есть получается, нам нужен эликсир коррозийного газа. Или из эликсира коррозийного газа мы уже сделаем, собственно, 12 единиц энергии нам нужно для этого. Коррозийный газ. Из коррозийного газа сделаем эликсир зловония. Зловоние защищает вас от яда. Собственно, сделали. Готово. Так, огонь и кислота есть, защита. Нету левитации. Давайте вместе с вами сделаем левитацию на случай защиты от земляной длани, которая вас привязывает к месту. Собственно, левитация делается из создания 3 семян грозовой лозы. Сделали. Левитация готова. Смотрим, что еще мы можем сделать. Мы можем сделать еще семечко, собственно, еще одно зелье очищения. Делаем зелье очищения. Также еще пару зелий огня, но в принципе зелье огня можно было бы сделать. Они, конечно, поэффективнее будут, но мы можем... Ну, как вы поняли, трава наш друг, поэтому использовать огонь надо крайне осмотрительно. Вот. У нас, кстати, присутствует еще одно зелье. Давайте сделаем зелье опыта. Зелье опыта сделали. Зелье опыта, оно повышает ваш уровень на +1 от текущего. Максимальный уровень персонажа 30. Из зелья опыта можно сделать также эликсир небесного вдохновения, если не ошибаюсь, он называется. Давайте мы вместе с вами убедимся в этом. Да, эликсир небесного вдохновения. Всего лишь 4 единицы энергии оно требует. На самом деле это очень мало.
В принципе, что касаемо, давайте расщепим, наверное, стадо, хотя стадо, камни стада защищают, что такое камни стада? Они кастуют по площади на вас защиту, и тем самым вас они не пробьют мобы, по крайней мере, на большой локации кидаете камни стада, и пока стоят овцы, ваши враги не смогут сквозь них стрелять. По крайней мере, мы вместе с вами... У нас это не получилось. А также у нас присутствует камень взрыва. Ну, вроде как бы мы... тут нет. У нас также сон есть. Давайте тогда сделаем. У нас присутствует, собственно, медовый эликсир. Сейчас будем делать медовый эликсир. Он делается из зелья исцеления и, собственно, разбитого горшка. Но для этого нам нужно и 4 единицы энергии. 4 единицы энергии давайте немножко из огнецвета возьмем. Сделали, отлично. Так, также, помимо всего прочего, против магии Йогджевы работает защита антимагии. Она делается из свитка рассеивания чар. Крайне полезная штука, рекомендую использовать. Да, и поэтому давайте мы вместе с вами ее и сделаем. Нам говорят, что нам не хватает энергии, нам сейчас будем энергию искать где-то. Где-то искать. Давайте расщепим гнусномох. Хотя гнусномох достаточно сильная вещь. Собственно, защита от магии Йогджевы у нас присутствует в одном экземпляре. Давайте камни овец немножко расщепим, чтобы они не отсвечивали. Камни страха мы используем крайне редко. Ясновидение нам особо не поможет. Исключение есть только... По сути, мы пробежали этаж. Ясновидение нам, в принципе, может помочь, но по идее его можно расщеплять, потому что оно нам не поможет. Мы открыли все этажи, кроме последнего. Поэтому дальше пока вроде дороги нету. По крайней мере, насколько мне известно. Нужно больше энергии в любом случае, чтобы просто мы могли... У нас, обратите внимание, присутствует еще один свиток улучшения. Давайте улучшим свою экипировку. А для этого открепим печать и улучшим, собственно, через свиток улучшения. И вернем печать на место. Почему именно через печать? Потому что это сотрется защита, которая висит на печати. Ну, с неким шансом, разумеется, но она сотрется, и нам это не нужно. Так, у нас уже закончилось место. Газ, невидимость, огонь. Левитация. Ну, кстати говоря, еще как вариант водянок взять. Давайте возьмем еще водянок. Немножечко взяли водянок. Для того, чтобы просто была возможность побольше воды вокруг себя разлить. Жалко, у нас нет палочки восстановления для того, чтобы вокруг себя траву разложить. Ну, не получается у нас все иметь в наличии. По свиткам, собственно, у нас очень много свитков. Например, свитки опознания нам не нужны. Давайте их вместе с вами расщепим. Нам они не нужны, вообще слова совсем. У нас вся экипировка присутствует, которая даже если не будет присутствовать, она нам не сильно будет нужна. Свитки, собственно, зеркальные копии. Зеркальные копии, их полезность в том, что... Давайте посмотрим по камням. Зеркальные копии дают стадо. Ну, стадо неплохо на больших уровнях. Вы закроете обзор, собственно, этому стреляющему глазику, либо там этому, собственно, скорпиону, благодаря камню стада.
что очень полезно, но опять же, не всегда вы им сможете воспользоваться. Страх и так далее полезная вещь, стоит ее оставить. Давайте посмотрим, что у нас еще есть по свиткам. Ужас, колыбельная, антимагия. Очень много свитков. Давайте свитки еще сюда зальем. Зарядки. Свитки зарядки, перезарядки, которые, они перезаряжают, получается, ваши палочки. Но на самом деле нам палочки нет особо смысла перезаряжать. Артефакт у нас и так один, поэтому нам особо нет смысла его перезаряжать. Что касаемо свитка ярости, это ваши враги будут агриться друг на друга. Полезная вещь, можно в самом конце боя скастовать на врагов, либо просто его расщепить, превратив его в камни агрессии, пускай враги между собой дерутся. Очень полезно, когда вы играете против двух дланей, например, с испытанием, ну, собственно, длани друг на друга просто сагрите за счет камней агрессии, и пускай они между собой дерутся. Для вас это будет в любом случае преимущество, а дланям будет не все равно явно. Вот. По еде у нас все с едой все печально. Нет у нас еды, поэтому, собственно, баф, который на еду, для нас, в принципе, бесполезен. Скорее тут вот этот вот идет. Так. Тут, в принципе, можно выпивать уже зелье опыта, потому что мы, в принципе, все исследовали. Давайте посмотрим еще раз. Ну да, в принципе, вся карта исследована. Единственное, только вот тут вот там вверх что-то немножко подхрамывает. Но опять же, это верх, где был этот рассадник демонов, поэтому туда нет смысла идти. Единственное, тут у нас присутствует, собственно, пиранья. На самом деле, чтобы убить пиранью, ее просто нужно вытащить на берег. Потому что она плавающая, ее просто нужно вытащить. В идеале ее просто вытащить камнем взрыва. Давайте попробуем это сделать. У нас должен присутствовать где-то камень взрыва. Это страх. Это не то. Взрыв. Вот взрыв. Подталкиваем ее. Это просто нанесение урона. Ясно. Взрыв, получается, у нас не подталкивает. Ну, тогда меняем тактику, достаем кнут и начинаем просто избивание. Обратите внимание, нам сугуб начал мешать. Убили суккуба. Тут сразу респаунился паук. Так называемый скорпиончик. Обратите внимание, их сразу два. Ну, они, видимо, знают. На самом деле, очень удивительно, откуда они это знают, но все же. Это был огненный таракан, который нам очень сильно может проблемы сделать. Я не знаю, будут ли нас бить текущий моб, поэтому давайте подготовимся, в лицо к нему пойдем. 7, 3... Какая грязь, а? Ой! Чтобы вы понимали, это очень плохо. Давайте попробуем вместе с вами перепрыгнуть. И получить в лицо урон. Не, это плохое решение было. Так, давайте дадим чемпиону сон. И вернемся обратно к паукам. Пауки куда-то сбежали. Благодаря тому, что мы подперли дверь,
теперь наши враги не смогут обойти эту дверь. У нас очень мало здоровья. Поэтому нам придется обходить их. Это огненный чемпион. А у нас очень мало здоровья. Потушим себя. Пытаемся, по крайней мере, это сделать. Давайте таракана оттолкнем. Он парализуется. Таракан по-прежнему нас видит. Давайте ему... Да ты... Мобов очень много здесь. Меня больше всего бесит то, что они меня видят. У нас ярости 127. О, это плохо. Нам нужно, чтобы это было разблокировано, поэтому нам нужно избавиться от злобоглаза. Как это сделать, не пойму. Да, ситуация, конечно, напряженная. Еще одно зелье опыта. Таракан опять нас увидел, убежал. Но таракан не понимает, что он сам себя загоняет туда, куда нам нужно. Мы просто идем прямо. Ну, можно по дороге зацепить эту. Ярость упала. $20 урона, это много. Прыгнем в него, оттолкнули, отшаг, он ушел. Опять таракан, да чтоб вас! Надо было все-таки оставлять эти. Нам поспать, скорее всего, не дадут. Высоким процентным шансом. Кстати говоря, обратите внимание, за ним присутствует пропасть. Давайте его просто подтолкнем. Он нас опять толкает, мы его просто опять же подталкиваем. Обратите внимание, нам нужно, чтобы он... Какой же ты тяжелый, а? Ой. У нас закончилась факел. Так, таракан, ты меня напрягаешь своим присутствием. Давайте полечимся, не будем рисковать. Хотя, я думаю, мы могли бы сейчас, знаете, что с вами сделать? Убить таракана через парализующий дротик. Для этого мы его бросим. Посмотрим, насколько эта гнида на 3 хода. Свиток колыбельки. Еще одно зелье опыта. На самом деле этих опытных зельев уже хреново тонна. Жалко нам и...
Давайте все-таки прожмем эти зелья опыта. У нас их уже 6 штук. Куда нам столько? 30 уровень. Прожимаем последний раз силу. Эликсир могущества. У нас 20 силы и плюс 3. Собственно, 23 силы. То есть это, в принципе, наш предел. Конечно, ну, понятное дело, что это не предел. Силу можно через кольцо. Ну, собственно, сейчас я вам покажу это кольцо. Его можно еще больше разогнать. Через кольцо мощи. Вот. Как и ХП. Но опять же, вопрос, кто так делает. Хотя для берсерка, наверное, это было бы интересно. Вот, как-то так мы, собственно, с вами на этом закончили. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.